Ну вот пока где-то так вот собрала все обломочки, остаточки пенопластовых молдингов, карнизов всяких. Вот примерно будет так в черне. Ну а дальше посмотрим. Ребят, продолжаю собирать. Вот эти верхние вензеля, вот углы, они будут вот здесь вот здесь, на этом уровне, потому что тут же будет еще щит такой. Нижние будут внизу. А вот в середине, вы знаете, что я делаю? У меня то, что осталось от ремонта, вот все эти гипсовые отливки, которые не пригодились, я их все сейчас сюда и забабахаю. Смотрите, либо можно сделать, ну это в белый цвет, конечно, покрашу, вот эту морду и два вот этих вензеля, либо вот так. Вот так. Но мне кажется, одна морда будет лучше, потому что здесь как-то пустовато. Наверное, морда. Жалко, что она у меня коричневая. Ну вот, в принципе. Так, это же у меня уже вторая часть видео начинается. Тогда, ребят, здравствуйте. Я забыла, какую часть снимаю, потому что с такими перерывами снимаешь и соединяешь потом, что уже забываешь, когда и что. Ну вот кабачками придавила, чтобы вот наклеила. Здесь это у меня кусок арголита. Так, ребят, я собираю потихоньку. Вот смотрите, глубину туда, то, что внутри будет, все-таки решила сделать так. Пока собрала только. Из отливок, которые были, я использовала вот такие вот три сюда. Одну поставила сюда. И еще надо отливать дополнительные, больше их нет. Дальше донышко пока. Я просто скрепила вот этот четырехугольник, иначе это все развалится. Подхватила все на скотч и на такой скотч, и на бумажный скотч, ну, чтобы вот это все пока не высохло, чтобы все это держалось. Ну, а дальше уже буду думать, что использовать вот сюда на дно. Потом мне надо будет еще же вперед защитный экран опустить, где тоже будут такие же углы. И поэтому я оставила, вот видите, сейчас покажу. Вот щелочку. Вот сюда я буду опускать защитный экран. Как раз до высоты получится. До высоты вот этих панелей. Ну, в общем, пока мучаю вот так все. Но получается все достаточно тяжелое, потому что это гипс, это серьезно. Несмотря на то, что внутри пенопласт, вся облицовка-то гипса, то есть это будет настоящий камин такой богатый. Ребят, я продолжаю вам все рассказывать, показывать. Вот такие углы у меня будут на переднем защитном экране, как вот здесь, вот где у меня кабачки лежат, тут придавило все. Точно так же и вот на этом, вот он, защитном экране будет, вот, сейчас покажу. Ну, вот так вот будет потом. Так, вверх, видите, зеркала приклеила, и вот сюда еще пойдет полосочка. По поводу защитного экрана. Вот он. Это то, о чем я вам говорила. Видите, вот он. Вот он у меня опускается. Я его подкреплю, приклею. Он еще не приклеен. Почему вот до этого уровня? Ну, потому что такой размер у вот этих углов. Теперь, ребят, вот я сейчас даже опущу пониже. Смотрите, что у меня тут. Сейчас. Видите, я какую распорку сделала вот здесь внутри? Просто намертво, никуда. Я даже ее не приклеивала, потому что она у меня вот еле встала. Из вот этой вот полоски такая толстая. Я ее туда вот опустила на вот этот упор. И поскольку здесь еще сейчас будет 3, и тут... Нет, тут будет 2. Тут уже есть 2 или 3. Господи, сама запуталась. Сколько иду, сколько станет, столько и будет. Вот. И потом, значит, будет вот так.
Вот оно будет вот так, ну а здесь, естественно, будет красивая какая-нибудь полоса из пенопласта. Вот там у меня стоит. Вот такое вот придумываю. Но это будет такое фундаментальное строение. Это вам не коробочки. Тут и гипс. Ну ладно. Так, друзья мои, я показываю следующий этап. Я не могу показывать, как я все клею, пилю, но это понятно, что пилю, вот углы, например, вот здесь вот угол, вот видите, вот углы, с помощью стусла. Стусло это вот что. Ну, кто не знаком, вот они углы, прямые линии и углы во все стороны. Значит, верхняя поверхность, зеркальная у меня будет, вот она. Зеркальная поверхность, ободок я сделала из вот этих. Ребят, я выкручиваюсь из того, что у меня есть, а есть у меня ничего нет. Так что вот сегодня поехала, докупила каких-то, вот такие купила молдинги, еще какие-то тоненькие. Но мне уже надо как-то выкручиваться. Вот фигурные, вот такой у меня был. И у меня от него остался вот такой кусочек. Исходя из этого, бок у меня вот такой. Здесь я, естественно, буду все как бы закрывать, заниматься декором. Поскольку это картон, и он выгибается, у меня кое-где щели, соответственно, мне надо будет вот еще либо вот так закрыть здесь, сделать, либо придумать какие-то накладки. Теперь, значит, я показываю его вот так. Ребят, на кабачки тыквы не смотрим. Я прижала. Все это, и были морозы, я их унесла с балкона. В общем, мучаюсь на небольшой кухне, но что могу, то делаю. Вот такой он будет. Он не совсем классический будет камин. Почему? Потому что, ребят, мне это все надо, вот говоря по-русски, переехать в другую квартиру. А смогу я это сделать, вообще до машины хотя бы дотащить и там выгрузиться и, значит, занести в квартиру, мне надо, чтобы вот эти все части, вот, ребят, вот оно у меня все, видите? То есть у меня будет он сборный. Там уже я буду думать, а может и не буду думать, мне удобнее будет вот так его перенести, унести, переставить. В принципе, это очень удобно будет. Не разборная, у меня только средняя часть. Подставка нижняя, верхняя столешница. Это все у меня будет разборное. И только середину мне придется, конечно, вдвоем с мужем, потому что одному тут не поднять. Гипс все-таки штука тяжелая. Теперь дальше не могу сдвинуть уже, потому что это еще сырое все. А чтобы показать вам, вот я, видите, уже обклеила белым, вырезала, как мне надо, покрашу и уже могу клеить фигурные углы. Чтобы не опускалась вот эта штука, защитный экран, вот он, мне надо будет вот сюда еще придумать какие-то столпы. Ну, в принципе, вот так, ребят, все. Я работаю дальше. Друзья мои, я продолжаю. Вот тут крашу, мажу. Все подгоняю. И вот эта фронтальная панель, вот вы видите, да, вот ее, вот здесь у нее должна быть какая-то опора. И эту опору я решила усилить. И видите, я собрала вот так, из разных, какие есть у меня, там молдинги всякие, там потолочные галтели. Вот все соединила вот таким образом, создав вот эту вот эту вот толщину, чтобы опора была посильнее. И в то же время, чтобы все было легкое. Я, конечно, могла бы сделать из гипса, но было бы уже тяжело. Поэтому вот я решила так. И никуда уже вот эта панель не денется. Сейчас я занимаюсь ее декором в дальнейшем. Прикреплю, приклею
вот эти стойки, такие полуколонны получились, и опущу эту панель на них. И с передком у меня будет как бы закончено. Дальше приступаю к низу. Так, друзья мои, я продолжаю, как обычно. Редко мне удается поработать с этим камином, но надо заканчивать, надоел смертельно. Вот, значит, я показывала вам на фото, вы видели, как я собрала вот эти такие полуколонны, вот они как раз вот тут полуколонные, и теперь я смело могу сюда опускать свою вот эту фронтальную панель. Донышко я сделала тоже плиткой, ну вот это потолочные плитки тоненькие, красить не надо. Поверхность рельефная, красивая. Тут я, конечно, сделаю эти, ну, как типа плинтусов такие, тоже какие-нибудь найду тоненькие из того, что есть. Ну, в общем, вот так у меня получается внутри. Покрасила, вот кое-где еще. Надо подкрасить, но это даже не видно будет. Вот, верхушка у меня сделана, ее только красить. Вот это жесткое такое ребро. Ну, и мне остается только низ. Когда доберусь, не знаю, но работаю.